러시아로 이주한 한인들 역사 160주년 되는 해예요. 그리고 한국에서 굉장히 유명한 명절 추석입니다. Занимается все-таки изучением, продвижением культуры корейского языка. Это очень классно, это очень хорошо, я считаю, что правильно. 구독해주세요. Сейчас в основном новое, вот это. Давно. Ты, когда мы были в новом, самое современное, самое новое, ты ничего не снял. А здесь Что такое старое, сразу снимаешь. сразу открытым окном ходят в метро. 안녕하세요. Настя. 제이입니다. 오늘은 러시아 모스크바에서 추석 때문에 행사가 있어서 그 행사에 왔습니다. Это очень неожиданно было. Мы собрались, просто Джей говорит, что там будут в парке отмечать часов. Хочешь пойти? Я говорю, да, пошли. Мы даже не ожидали, не думали, что видео будем снимать. Но, наверное, будет интересно, поэтому решили для вас показать. Очень красивый парк, мы здесь первый раз. И прям толпа идет, сразу понятно, куда идти. Все идут в одну сторону. Здесь какие-то мероприятия. Ой, как красиво там в нарядах. 예, 그래서 오늘은 여기서 이제 추석 행사도 하는데 고려인 이주가 160주년이라서 예, 그것도 같이 함께 이렇게 행사를 하는 것 같습니다. О, сколько людей! 사람 많네요, 진짜. Очень чаманные. 오늘 준비한 것들이 보면 오른쪽에 고래의 동포들이 160년 동안 살아온 역사와 사진, 그림들이 있고 그리고 한국의 전통 놀이들이 부스마다 준비가 되어 있고 이후에 이 특별한 행사들이 프로그램이 많으니 끝까지 마음껏 즐기시고 행복한 하루가 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. Здорово подготовились. И очень много здесь корейцев, как этнических корейцев, как и корейцев из Южной Кореи, и русские. В общем, все вместе собрались, чтобы отметить часок. Это вообще так классно, такая атмосфера особенная. Поем все вместе, да. Держава. Россия, любимая наша страна, могучая воля, великое слово, твое достояние на все времена. Когда я была в Корее, я тоже надевала ханбок. Сначала, когда я первый раз приехала в Корею, я надевала мамин ханбок. Вот, и потом, когда в этот раз я была в Корее, мы брали на прокат и гуляли в парке, тоже снимали видео. Очень интересно было. 네, 근데 여기서도 한복을 입어볼 수 있게 이렇게 준비를 해놨네요. Башню надо построить. Башню с пеппера, чтобы она не упала. 오늘 타카리스카 아소시아츠. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 이렇게 유명하신 유튜브 만나서 너무 반가워요. 저희 추석 행사입니다. 올해가 러시아로 이주한 한인들 역사 160주년 되는 해예요. 그리고 한국에서 굉장히 유명한 명절 추석입니다. 추석 행사 이번에 한인회 고려인연합회 같이 크게 했는데요. 사람들이 많이 모였어요. 매년 좋은 행사를 준비할 예정입니다. 여러분 많이 놀러 오세요. 많이 놀러 오세요. Нужно записать свое имя, фамилию, номер телефона и опустить листочек в контейнер. Я думаю, что в 5 вечера как бы смешивать все листочки, вытягивать, и что-то можно будет выиграть. Пока я не знаю, что, надо будет спросить, что. Вот, но очень интересно. А что у вас происходит? Можно рассказать? У нас есть лотерея, можете поучаствовать. Если Какие призы? Разыгрывается техника от Samsung и также различные мелкие подарки от Мне спонсоров. нравится такой конкурс, такой розыгрыш. Если хотите, вот
можете участвовать. Только мне выигрыш Давайте. Можете выбрать, какой вам. Наши счастливые номера. Наверное, может быть, мы что-то выиграем. Ну, классные призы. Разыгрываются даже техника Samsung и разные маленькие какие-то призы. Пока точно не говорят конкретно что. Но это очень интересно. 안녕하십니까. 안녕하세요. Доширак новая 과자, новая поступление. И мы первые будем пробовать. Класс. Со вкусом соевого соуса и васаби. Потом Сметака, сметана лук, барбекю, сладкие, банан и карамель. с бананом и с карамелью даже есть. Вот это остренькое, мне нравится. Ну, очень вкусно. Спасибо. Но пока с васаби остро. Но мне больше всего с васаби понравилось. Остренькое, чуть-чуть сладенькое, прям вот это классно. Вот это самое топ. 이번에 런칭한 게 6종 짠맛 4종에다가 단맛 2종. 진짜 감사합니다. 너무 많아요. 어떻게 먹을 수 있는데요, 이거? 하지만 내가 갈 수 있어요. очень много. А здесь что-то для детей? Свое корейское имя. 안녕하세요. 안녕하세요. 감사합니다. Сердца у них болят, Всевышним говорят. Большими, огромными этими штуками. Смотри. Сердца у них болят. А, они кидают, а ведущая ходит. Как надо? Вот так? Вот так? О, один раз. Держи. Кажется. Здесь бить надо, здесь. Покажите один раз. Можно? Это на самом деле очень сложно. Вообще не так легко, как кажется. О, спасибо, Хорошего дня. Спасибо. Вот это вот, конечно, чусок. Обалдеть. Сколько всего. Правша. Левой рукой возьмите лук. Левая нога у вас впереди. Развернитесь боком. Вот так. Прям. Вот так? Да. Попробуйте. О, да. Ну, почти. Спасибо. Да. Класс. Ну, это, конечно, очень сложно. Я в Корее стреляла из настоящего лука. Вот, в парке как раз-таки. Это очень тяжело. И тетиву натягивать сложно, но очень интересно. Прикольно. Хочу спросить у вас, как настроение? Спонсируем ваши овации погромче для всех. Все, что хотите узнать про корейцев, в этой энциклопедии. А вы можете нам кратко рассказать? Мы снимаем видео на YouTube про этих часов и про Корёсарам. Наверное, с самого начала
сначала. Вы знаете, откуда корейцы, российские корейцы, почему мы корейцы? Ну вот сейчас только подходил представитель Южной Кореи, мы друг другу, к сожалению, пообщаться не можем, потому что для нас родной язык — это русский, к сожалению, или к радости, потому что мы родились в Советском Союзе. Тогда не было литературы на корейском языке, вообще книг не было, когда росли наши родители, и тем более мы. Это вот сейчас, последние годы, стали открываться курсы корейского языка, сами понимаете. А вот наши бытность, когда мы были детьми, такой возможности не было. Вам только родители, бабушки передавали ваши... Вы знаете, наши бабушки уже плохо говорили на корейском языке, а в то время, так как не было литературы, а когда наши родители родились на Дальнем Востоке, их сразу крестили, давали русские имена. Маму мою звали Мария, Ким Мария, да, Сидоровна, и отчество Сидор. Вот. Естественно, они сами не владели корейским языком, а мы тем более, а наши дети тем более. Ну, слава богу, есть курсы, на которые они ходят и уже имеют возможность изучить. Есть литература, а мы, я как общественница, я сообщаю. Вы держатели традиций. Да. Мы старшее поколение, мы преподаватели русского языка и литературы. Работали в советский период, да. Поэтому сейчас пытаемся поддержать. Почему? Потому что, знаете, многие подходят и спрашивают, почему вы корейцы, вы говорите только на русском языке. Вот даже представители Южной Кореи приезжают, подходят сюда, и мы не можем вести диалог, потому что они не знают русского, и мы не знаем корейского языка. Дело в том, что в Москве есть общественная организация, это Общероссийское объединение корейцев, которое занимается все-таки изучением, продвижением культуры корейского языка. Это очень классно, это очень хорошо, я считаю, что правильно, потому что каждый народ должен помнить и чтить свои традиции. Конечно. И как бы пропагандировать, популяризировать. Если вот в России будут жить только русские, вы думаете, страна будет развиваться? Это невозможно, и этого и не нужно, не будет развития. А когда вот в России, особенно здесь, в Москве, такое количество разных национальностей, идет обмен этих культур, языков, ну и вообще, в моей семье тоже у меня сын женился не на кореянке. И вы знаете, прекрасно мы все вместе как уживаемся. Рождаются красивые, умные дети. Почему бы и нет? Ну, я не знаю. Мы корейцы, но я всегда говорю, мы российские корейцы. И я горжусь этим. Потому что для меня, для нас вот, Россия – это наша родина. Конечно. Спасибо большое. Камсамнида. За гоном год наполнили судьбу и гордостью, и честью, и любовью. Роднее нет теперь для нас земли. Своей отчизной мы зовем Россию. Корея наших предков, колыбель. И в этом есть удвоенная сила. У нас в душе слияние двух культур. И для нас российские корейцы. Вот так мы сходили на праздник Чусока. Это первый раз, когда мы празднуем Чусок в России. Первый раз побывали на таком фестивале. Это был очень интересный опыт. Я думаю, что в следующем году, если будут проводить, мы обязательно еще раз сходим. Мне кажется, обязательно нужно каждый год такое празднование Чусока устраивать в России, чтобы и у нас в России узнали про этот праздник, чтобы его тоже отмечать, потому что у нас этнических корейцев в России очень много. Это очень здорово. Вот. И многие, и русские, и другие национальности, которые живут в России, многие интересуются корейской культурой, изучают корейский язык, вот, смотрят корейские дорамы и фильмы. И это подтверждает такое количество людей на этом празднике. Мне кажется, это очень здорово, интересно, было очень весело.
Мне прям понравилось. Много подарочков. 여러분들도 추석 잘 보내시고 항상 건강하세요. 그래서 오늘 영상은 여기서 끝.